Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юлия, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу продолжить нашу традицию и посмотреть на то, что творится у человека сейчас внутри, в голове, в сердце, то, что он думает о вас, какие у него ощущения, что думает об этих отношениях, о вас вообще. И пока я тасую колоду, вы представляете своего избранника, смотрите ему в глаза, вдыхаете, выдыхаете. Я за это время хочу поблагодарить всех, кто каким-либо образом участвует в развитии этого канала, кто ставит лайки, кому нравится мое видео, мои расклады, кто комментирует. Я благодарю вас за эти прекрасные комментарии, за ваш рост, за то, что вы вообще есть, за то, что вы растете вместе со мной, находитесь на моем канале и смотрите каждый расклад, ждете его. Благодарю также, мои дорогие, тех, кто донирует этот канал, кто оставляет финансовую поддержку. Я всех вижу, обозначаю для высших сил и точно верю, знаю, уверена в том, что вам вернется в разы больше, дорогие мои. Благодарю, благодарю, благодарю. Итак, сегодня посмотрим на сегодняшний день, приблизительно плюс-минус 2 дня. На момент сейчас, да, что у человека в голове по поводу ваших отношений, как он видит их, что он там решил. Будем смотреть. Итак, давайте посмотрим, в каких энергиях находится человек. Уже натасовали его здесь, энергетику. Смотрим. Так. Угу. Смотрите, ну, во-первых, он думает о женщине. Сразу же обращаю внимание о женщине стабильной, интересной ему, женщину, которую он, знаете как, заставляет быть в состоянии ожидания вот, ну, вот какой-то близости, в его энергетике, ну вот Монара говорит, тут в одном аркане можно долго рассказывать, поэтому 3 сразу, здесь вот такая энергетика чувствуется, по большей части в голове вы. У него состояние инфантильное, такое состояние, будто бы он, смотря на вас, он видит вас, такую крепкую, интересную женщину. Вот посмотрите, на дне колоды императрица вышла. То есть женщина, которая земная, стабильная, интересная, красивая, такая сладкая, но вы крепче, вы в разы превышаете его как личность. По этому аркану здесь я бы сказала, знаете, что-то запретное. Он видит вас вот рядом с вами. Он чувствует, что вы, ну как-то, возможно, он даже чувствует себя старше вас, не таким расторопным, не таким эффектным, не таким сексуальным. То есть на вашем фоне он немножечко робеет, ниже, по энергетике ниже, по ощущениям ниже, вот как-то так. Так, хорошо. А как ты, дорогой мужчина, видишь эти отношения? Скажи, пожалуйста. Как ты видишь эти отношения? Так, ну видит потенциал в отношениях однозначно. Страсть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите. Во многом все зависит от женщины, говорит он. Не так от ваших действий, как вообще от вас и так зависит. Вот даже вы даже не стараетесь, но вы в любом случае принимаете мощнейшее участие в этих отношениях. В плане каком? То есть он от вас не может отвернуться просто так. Даже если отворачивается от вас, да, но он млеет перед вами. Здесь огромнейшее искушение вы его. Он ниже вас чувствует себя, ниже намного, меньше, не такой, ну вот. Здесь по всей энергетике чувствуется, что человек как-то робеет перед вами очень сильно, хотя хотел бы, знаете, по карте смерть какой-то вот, чтобы вас вот захватить вот в какую-то власть, да, и чтобы вы вот были только его.
Такая, знаете, мощнейшая. Тут тоже отыгрывается как трансформация. Именно, то есть будто бы, знаете, как изменить вас. Здесь кажется так, что человек даже боится как-то и прикоснуться к вам. Но отношения видит в потенциале, довольно развивающимися. Вы главное лицо, которое может на эти отношения как-то повлиять. Даже бездействуя, вы влияете на эти отношения. А как же вы влияете? Как вы влияете? Ну, вы влияете. Вы просто сердцеедка. Туз огня. Что тут говорить? Вы вначале уже показались человеку, что вы та, которая вот избранная. Вы буквально при первой же встрече, при первом взгляде на вас, он понял, что кусочек сердца его нет. Как вы на него влияете? Ну, даже тут это мужская энергетика отсюда идет. Я вижу, как влияете именно на него. Человек даже в заботах, в работе, вот он понимает, что он не может оторваться от вашего вида. Если он даже как-то и не общается с вами, ну, потому что он какой-то замороченный, замученный, возможно, действительно и в работе, может быть, окружение его требует постоянного его внимания, помощи. Это человек, который может быть на расхват, он нужен везде, но он даже в это время, когда озабочен делами мирскими, он думает о вас. Как вы на него влияете? Вы разжигаете в нем костер, вот просто пламенный. Как влияете? Вы заполнили все пространство своей сексуальной энергетикой и все пространство в его организме. Он от этого даже устал. Просто устал. Устал о вас думать, устал вас представлять. Здесь больше проигрывается, знаете, какие-то платонические отношения, когда он, ну вот сейчас взорвется от вот этой переизбытка сексуальных таких эмоций. Вот еще чуть-чуть и все, и предел. А предел будет, интересно, так, забегая наперед. Ну, смотрите, он же-то строит из себя императора. Он же хочет быть похожим на вас, хотя он паж. Еще раз, паж воды, паж огня. На вас выпадают очень мощные, сильные арканы. Он бы хотел вам соответствовать, дорогие мои девушки. Неплохой вроде парень проигрывается так, но очень уже млеет перед вами. Что вы такая высокая, что вы такая масштабная какая-то личность. Мощная сексуальная энергетика от вас исходит. Отношения, которые имеют огромный потенциал. Вот-вот вот эту она планочку поднимает и рвется наружу. Вот чуть-чуть, какой-то заборчик мешает, какое-то маленькое ограничение мешает, которое вот-вот и прорвется наружу. Чуть-чуть. Он не сможет устоять перед вами. Хорошо, я так понимаю, что вот-вот и будет встреча. Маг выпадал, тут манипуляции какие-то могут проходить. Хотела бы повернуть наш расклад, девочки, в сторону какую? Так, запись идет, я проверяю. В сторону какую? Потому что я вижу, что здесь на каком-то пределе идут отношения, и, возможно, все идет к делу к... Если встреча даже и есть, но идет дело к какому-то разрешению. У кого-то это встреча, какой-то переход на новый уровень, совершенно новый уровень. Здесь идет мощнейшая трансформация, девочки. Очень мощная. Вы из ранга королева земли, из четверки огня, когда закрыто, нет выхода вот эмоциям, что-то такое запретное может даже, вы переходите в ранг императрицы. И это он видит такими отношения, понимаете? То есть он понимает, что как только сорвется вот это ограничение, вот как только вы выйдете за какие-то рамки, у кого-то откроются границы, у кого-то состоится встреча, у кого-то просто перейдет на какой-то новый этап. Здесь вообще могут проигрываться рабочие отношения даже. Это так, не у многих, но тоже есть. Пройдут глобальные изменения в вашу сторону, вы перейдете на какой-то новый уровень. Поехали дальше. Какой он вас видит?
Ну, по крайней мере, он уже сказал, что вы императрица. Но что еще в его голове? Вот он думает о вас и, наверное, как-то представляет вас. Что в его голове по отношению к вам? Ну, смотрите, человек присматривается к вам. А он уже понимает, что вы переросли эти отношения. Вы каким-то образом об этом уже заявили даже ему. Либо просто показали. Показали ему свою спинку, я не знаю. Тут вообще она повернулась попой. И что-то пытаетесь как бы разглядеть. Но вы смотрите и не видите его. Потому что он все еще пытается, вот такой маленький малышок, он бегает и убегает от вас. Он все еще прячется от вас, прячется и присматривается. Все еще боится к вам подойти, показаться на глаза. Интересно. Ой, в его голове там творится разные сцены вашей встречи. А вот я так, может быть, я покажусь с одной стороны вот богатым, да, может быть, я покажусь вот таким мачо, либо приехал, уехал. Вот у него в голове вот эти вот мысли творятся. Он не знает, каким образом вообще коммуницировать с вами, потому что, по сути, он не знает вас. И вы кажетесь ему уже довольно переросший тот этап отношений, на котором вы сейчас находитесь вместе с ним. Да, здесь кто-то уже вырывается. Вырывается из того омута чувств, уже переполнено и так. Здесь все энергетика, вся энергетика этого расклада вот-вот прорвет плотину. Вот-вот маленький чирк спички, и будет взрыв, мощнейший взрыв. Поэтому он пытается, ну здесь восьмерка Земли говорит о том, что он пытается как раз, знаете как, придержать пока. Вот придержать тот заборчик, придержать поводья лошади, придержать немножечко всю ситуацию. А почему ты хочешь придержать? Почему ты хочешь придержать? Что у тебя там, что мешает? Ну, плотину придержать, вы представляете. Ну, во-первых, он сам горячий парень. Горячий парень в заточении. Так, интересно, королева земли и король огня. Здесь идет поглощение вами его энергетики. Хотя он реально вот, ну, очень крут, он горячий, ничего не скажешь. И он сам себя закрывает. А почему ты себя закрываешь? Подглядывает, он не признается. Знаете, он вас еще не до конца изучил. Он такой охотник, то есть он из-под тишка, вот знаете, как вот все говорит о том, что он в засаде сидит, смотрит и буквально вот такие стрелы пускает, проверяя вас. Пугая вас, может быть, немножечко. Какой-то маньяк, господи, прости. Он хороший человек, ну, скажите мне. Ну, он хороший человек. Он хороший человек, нам говорят, по тузу огня. Ну, а что, обычный простой вопрос. Хороший или плохой человек, девочки? Все правильно. Я с вас считываю информацию, вы ведь тоже хотите знать, насколько опасный человек вообще за вами наблюдает. Бывает же так, что кто это тут стрелы в меня пускает, еще попадет, не дай бог, не туда, куда надо. Так, а он, наверное, в этих стрелах пытается как-то вам какое-то послание прислать, может быть. Посмотрите, что там за стрелы. Ненавязчиво так, незаметно поверните голову. Поехали дальше. Так, хорошо. Что же тогда ждешь ты от этой девушки? Скажи, пожалуйста, что ты от нее ждешь? Она переросла отношения. Плотину эту скоро прорвет. Вместе с этой горящей спичечкой здесь просто может быть какой-то взрыв. Что ты ждешь тогда от нее сейчас, на данном этапе? Нужна вот ее помощь в этом всем. Придержать, может быть, смотрите. Не нужна ваша помощь, он говорит. Будьте вот красоткой
Карта содержанки. Я по-другому не могу ее назвать. Она в шелках, богатая. У нее все есть. Цветы, одежда. Все ее обеспечивают. То есть, по сути, он говорит, что да ну как, она та, для которой я должен стараться. Ну, красавчик, ладно. Хорошо, что ты от нее хочешь тогда вот в итоге? Что он ждет от вас? Поддержка, в принципе, важна. Важна, скорее всего, знаете, какая-то моральная поддержка. То есть тут идет ответная реакция. То есть, смотря в вас, он должен видеть, что он видит ответную реакцию. Если вам нужен этот человек, вот по шестерке Земли, это когда она мне похожа больше на 8 пентаклей. Помните? Ой, на 9, простите, пентаклей, когда женщина создала себя, создала комфорт вокруг себя. Но здесь еще интереснее, тут проигрывается явно, когда она могла сама этого всего не достичь. То есть она зависима немножечко от обстоятельств. Она немножко даже одинока. Но у нее абсолютно есть все для того, чтобы вот чувствовать себя уверенно. Помощь, больше поддержка, чтобы он не утонул в этих чувствах. Отзеркаливать. Да, чтобы он видел ответ, знаете, какой, как, например, в какое-то действие он совершает, он понимал, что он не впустую его делает, не горохом об стену бьется, как бы не головой об стену бьется. И здесь по этому аркану как раз он, смотря в вас, он должен видеть ответ. Вот так он хочет. А там уж как вы, а надо ли или нет, это вы решаете, надо или нет. Ну, подождите, смотрите, что вам говорят. А по сути работает совсем другой эффект. И что тогда? Поиграйте, посмотрите, что вам говорят. Ну, правильно, смотрите. Он же немножко инфантильный парень. Да, он этого ждет, но по сути работает немножко другое. Работает совсем другое. Ждет он вас от вас одного, но не всегда того, что ждут мужчины, того, что хотят. Возможно, даже проговаривают вам. А работает абсолютно другое. Дразнить его, играть с ним. Интересно. Дразнить, играть, показывать какие-то свои отвороты от него. Интересно. А в итоге что сработает? Вот как эта плотина может прорваться? И когда она прорвется? Давайте посмотрим, как это будет, что это будет. Прорвется ли эта плотина? Или ее залечат, поремонтируют? Что будет? Будет. Плотина прорвется. Прорвется плотина. И вы знаете, прорвавшись, эта плотина резким движением что-то сметет ненужное. То есть тут будет, возможно, и секс, и страсти, и все что угодно будет. Но в итоге выровняется все. А вы покажете себя с такой стабильной, интересной стороны. Что здесь может быть? Тут уже придется проявлять. Смотрите, здесь может все это быть. Все то, что вы о чем сейчас подумали, все это будет. Плотина, естественно, прорвется. Все события, на которые вы рассчитывали, они произойдут. Но смотрите, что вам говорят. Будьте осторожны в плане каком. То есть имейте твердый характер и голову на плечах. Потому что по 4 воды здесь, здесь какое-то такое настороженность с его стороны. А вдруг она не подошла мне, а вдруг она не подходит мне. А что вам делать в таком случае? Здесь как-то может перерасти это все в обыденность.
Понимаете как? То есть тут либо разгонять эту страсть на более высокий уровень, либо сказать себе стоп на какое-то время. Да, все может перейти, знаете, в какое-то состояние закрытости. И может сойти на нет. То есть, знаете, как освобождение, как... Ну, то есть мужчине может надоесть вот именно тот... По страсти, это, знаете, как когда все классно происходит, так и получается, здесь нам так и говорят. И потом выравнивается. Все превращается в какую-то такую закрытую рутину. Интересно, это вы или он освобождается? Вы знаете, как будто бы кому-то больше хочется. Больше хочется, чем нужно. И от этого злость очень сильная. Идет освобождение, все-таки уход. Отношения могут сойти на нет. Вот если вдруг сразу произойдет то, о чем вы подумали, вот, потому что здесь какой-то, знаете, с запрета началось, то отношения могут очень быстро сойти на нет, закончиться. Хорошо. А как же поступить тогда, девушки? Нужно ли вообще? Угу. А смотрите, по арканам мне тут выскочившим говорят о том, что ваши действия, какими бы ни были, здесь какие-то дразнящие должны быть, напором, и уйти вовремя. Вовремя помахать рукой. Смотрите, не доводить до того момента, когда вы надоедаете. Представляете? Такое говорят. Я оставлю эти арканы. То есть быть более напористой. И в тот момент, когда вы понимаете, что вот тот пик, когда надо уйти, то есть не до конца, не додать. Немножечко не додать. Уйти раньше. Не досидеть до конца встречи. Вот здесь вот такой вот интересный психологический момент проходит. Какой-то незакрытый гештальт вот именно оставить у человека для того, чтобы не случилось вот этого освобождения от отношений, если оно вам нужно. Но по сути это и для вашей энергетики будет проще. То есть вот оно только что-то начинается, не до конца, не завершить, убежать. Изобразите из себя Золушку. И что будет? Да, поиграть немножко. Что-то может быть по-новому. Что-то по-новому. Что будет, если так? А вы разобьете ему сердце. Вы разобьете сердце и правильно сделаете. Он захочет вас разгадать. Он захочет за вами еще раз, сделать еще раз подход, еще раз попробовать вместе с вами. А вы вот будете как этот паж воздуха танцевать, и он, представляя вас, вы разжигать будете в нем дополнительное состояние неудовлетворенности, да, и он вот этот свой гештальт попытается закрыть. Интересно. Интересный расклад такой. Ну, Монара всегда так говорит. Классно. Захотелось эту историю посмотреть все-таки. Как вам быть? Встреча все-таки будет яркая. Но смотрите, нужно уйти вовремя. Чуть-чуть раньше, чем хотелось бы ему. Так. Хорошо, у таких отношений есть возможность, вот есть какое-то продолжение, какой-то хэппи-энд. Тут большая разница есть. Большая разница между людьми. Может быть в статусах, тут по двум арканам это проигрывается. И здесь может закончиться, знаете как, приехал, встретились, уехал. Ну, вот такая ситуация. Вот такая ситуация может быть. Поэтому смотрите, лучше не додать и оставить человеку какие-то моменты воспоминаний. Это будет правильно.
Это будет очень... Вот, смотрите, что вам советуют в таком случае. Возможно, человек занят, да, то есть мы тут можем рассматривать, потому что многие арканы об этом напоминали, особенно вот по четверке, которую мы рассматривали как самую первую, да, по четверке огня мы здесь видим, что как запретное что-то. Вот. Закрытое, неявное, нельзя разглашать. Но кто-то здесь выше, кто-то ниже по-любому вот проигрывается. Хотя ментально человек чувствует ниже себя по отношению к вам. Вам советуют вот покрутить хвостиком и уйти. Да. На ближайшее время перспектива этих отношений это вот приехал, уехал. Не более. Не более. Поэтому вот этот совет, который был дан вам, чтобы хоть как-то энергетику свою сохранить, да, и не было освобождения от вас, не дай бог, да, чтобы вы первой ускакали, первой бросили, первой ушли со встречи. Спокойно, не нужно, я думаю, что вы понимаете, да, насколько мудро это все происходит. Вы просто говорите, что нужно уйти, нужно убежать. Но смотрите, по тройке огня здесь идет вот ваш напор. Я здесь вижу, что вы напираете и уходите. Такая интересная вещь, это Монара. Со всеми и вообще даже вот в разных ситуациях она говорит абсолютно по-разному. Хорошо. Советы даже даны были. Девушки, мои дорогие, и мужчины, я рада была, что вы были со мной на этом раскладе. Ну вот такой сегодня расклад. Даже советы были. Мне кажется, что лишнего ничего больше и нет. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.